Всех приветствую! В этом видеоролике вас ожидает обзор на такой вот микродвигатель, который называется МК-17. Этот двигатель в свое время был очень массовым. Двигатель начального уровня, то есть ребята приходили в авиамодельные кружки и там сразу они начинали делать модельки под такие маленькие двигатели. Двигатель имеет рабочий объем всего лишь 1,5 кубических сантиметра. Этот двигатель имеет рабочий объем 2,5 кубических сантиметра, и это уже знакомый вам КМД 2,5 или комод. Можете оценить разницу в размерах. Разница, в принципе, довольно-таки существенная. Оба этих двигателя компрессионного типа. Больше у меня компрессионников нет, и в следующий подобный выпуск вы уже увидите двигатели калильного типа. С виду они примерно такие же, но работают от другого топлива. У них нет вот такого контрпоршня. Этим винтиком сверху поршня еще один поршень в гильзе прижимается. Можно увеличивать компрессию. Этот двигатель мне подарили друзья. То есть, у меня был вот такой движочек, и они мне еще один подарили. Кстати, он был переделан под калилку. Вот так выглядит переделанная шляпа под калильное зажигание. Вместо контрпоршня здесь впрессован из алюминия, вот видно, выточено на токарном станке. Также есть шайба регулировочная. В общем, либо просто, чтобы не болталось. В общем, вот так. Сюда вместо крутилки вот этой вкручивалась такая калильная свеча. Вот примерно так. Я же переделал и собрал с двух один двигатель. Если б не ребята, у меня вообще ничего не получилось, потому что на моем совсем дохлая компрессия была. Не было вот этого штуцерка. Это не беда, в принципе, можно было сделать. Не было иглы. Короче, очень много чего делать нужно было. И в целом он очень ушатанный, очень плохая поршневая. Сюда же я поставил гильзу с контрпоршнем и пробовал запускать. С первого раза у меня ничего не получилось. Двигатель вспышки дает, компрессия какая-то есть, но дальше дело не идет. То ли у меня не получается, то ли здесь все настолько ушатано, что мама не горюй. В общем, в этом видео, сейчас мы его разберем, я вам покажу, что там внутри. Попробуем немножко отрегулировать его. Здесь есть некоторые нюансы. И еще раз попробуем запустить. Думаю, все у нас получится. Не может быть такого, чтобы его нельзя было запустить. Двигатель этот настолько маленький, что, представляете, вот здесь вот винтики имеют резьбу 2,5 мм. Здесь они уже нарезаны на троечку, а изначально они 2,5 мм в диаметре резьба. Вот такие дела. Так, снимаем заднюю часть. Оп. Здесь есть прокладочка. И смотрим на вот эту вещь. Она не должна иметь люфтов. В принципе, она нормальная. То есть я надеялся, может быть, из-за этого он не запускается. Так, все равно попробую подтянуть. Вот этот золотник контрится винтиком. И сейчас я ослабил контровку, его можно вытащить. Не вытаскивается, ладно, не буду вытаскивать. Лучше я немножечко прижму и затяну его. Оп. Принцип изменения качества смеси основан на вот этой игле. Вот она игла, которая закрывает отверстие. При открывании и закрывании иглы осуществляется изменение подачи топлива. Воздух же подается все время одинаково. И зависит это от вот этого диффузора. Так, смотрим, что у нас здесь. Отверстие вроде бы есть на месте. Почему ж он не заводится? Вот эта шайба какая-то левая, похоже, тут. Попробуем без этой шайбы, чтобы находилась точно по центру. Так, еще вот здесь нужно глянуть, как здесь отверстие. Так, вроде бы все в порядке. Все-таки я надеялся, что здесь какие-то неполадки есть. Но когда все в порядке, это уже значит надо будет запускать как-то его.
по-особому. Видим, что внутри болтается поршень. Вот эту часть я снимать не буду, я вам покажу на втором двигателе. Вот такой поршенечек там и шатунчик. Двигатель тоже двухтактный, компрессионного типа. Гильза с кольцевыми окнами и выглядит следующим образом. Вот такая гильзочка. Так, значит, собираем обратно и пойдем его запускать. Стоял здесь большой винт, может быть, из-за этого были неудачные пуски. Я его немножечко уменьшил, обточил, обработал, стал он теперь поменьше. Он был где-то на 30 миллиметров на диаметр больше. Ну, родных винтов у меня нет, поэтому я обточил для пробы вот этот вот уже готовый. Вот так он выглядит в сборе. Компрессия в принципе какая-то есть, очень плохонькая, но есть. Собрал такой вот стендик и будем пробовать. Вот он бак, как всегда на том же самом месте. Если не будет заводиться, сейчас довольно-таки прохладно, буду пробовать подогревать цилиндр дополнительно, чтобы он как бы был прогретый. Может, из-за этого оно плохо и заводится. А я хочу попробовать запустить модельку какую-нибудь зимой. Поэтому надо попробовать, получится ли у меня это или нет. То есть, если при искусственном подогреве оно заработает, значит, можно будет и зимой подогревать. Топливо для этого двигателя немножечко другое. Кстати, для тех, кто интересуется, где я беру топливо. Я просто в комментах не могу всем ответить. Просто сотни таких вопросов. Я понимаю, что, ребят, негде взять сейчас эфир. Но, в принципе, у меня он из старых запасов. Поэтому там я и беру. Вы же можете попробовать жидкость для быстрого старта двигателей. Там вроде бы как тоже есть эта жидкость. Оно в аэрозоле, и этот газ нужно через маленькое отверстие стравливать, чтобы остался один эфир. Ну или что там с какими-то примесями. В общем, я думаю, и с примесями можно заводить. У меня тоже не чистый эфир. Тоже есть кое-какие примеси, однако все работает. Так, закрываем. Вот так вот у меня и в прошлый раз он вспышки дает, и больше ничего. Так, не хотит. Подогреем поршенечек, цилиндрик. Так, ну все, я думаю, хватит мучить нерабочий двигатель. Ну, тут компрессии просто нет. Вот видно, я поворачиваю, чик, чик, чик. Какие-то вспышки он дает, но не работает, к сожалению. Что я только не пытался сделать. В общей сложности я, наверное, часов 5 провозился. Один день, и вот сегодня пару часов натекло топливо. Пытался мешать разное топливо, по-разному количество масла пытался добавлять. В общем, все тщетно. Движочек не работает. Положу его на полочку, пускай радует глаз. На этом с компрессионными двигателями все. Далее пойдут уже калильные движки. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидите, что будет дальше. Всех благодарю за внимание и всем пока.